Всем привет! И сегодня я буду работать с квадратными и плоскими бусинами голубого туркменита. Я нахожу, что такие бусины являются наиболее сложными для изготовления сережек. Но с помощью вот этого способа, который я сейчас показываю, можно обойти все сложности и сделать чудесные сережки. При изготовлении данных сережек проволочка проходит сквозь бусину 3 раза. То есть проволочка должна быть не очень толстая, ну и отверстие должно быть как бы побольше. Я сейчас продеваю проволочку 2-й раз сквозь бусину и буду ее подтягивать с помощью плоскогубцев. Я ее подтягиваю, но не до конца. Я оставляю небольшое расстояние для изготовления петельки. Кстати, для тех, кто недоволен своими петельками, вот этот способ идеальный, потому что петельки получаются просто шикарнейшие с помощью круглогубцев. Вот остается вот это небольшое место, и туда необходимо просунуть круглогубцы и просто закрутить. Я закручиваю несколько раз, но вы выбираете, сколько вам закручивать, в зависимости от того, какую вы оставили, какой длины проволочку вы оставили для петельки. Обратите внимание, шикарнейшая петелька. Вот видите, там это отвратительное отверстие. Необходимо будет потом, в конце, когда деталь будет готова, немножко сдвинуть эту проволочку на себя. То есть петельку подвинуть на себя с помощью плоскогубцев. И выровнять ее. Вот сейчас я пропускаю проволочку через бусину 3-й раз, я делаю 2-ю петельку, она делается точно так же, то есть я оставляю небольшое расстояние, просовываю туда круглогубцы и закручиваю ее. Конечно, хотелось бы использовать какие-нибудь шапочки, может быть, если бы были бы какие-то специальные, да. Но у меня, конечно, есть, знаете, такие шапочки, которые сделаны из такого мягкого металла, возможно, это алюминий, они такие они у нас называются филигри, и эту шапочку, да, ее можно сформировать по форме бусины, даже по форме такой квадратной бусины, то есть ее можно поджать. Но я в данном случае хочу видеть больше голубого цвета. Я хочу, чтобы все мои голубые квадратики были видны. Я хочу, чтобы мои серьги были бы длинные. И мне потребуется 4 вот таких квадратика плюс швенза. То есть достаточно длинные серьги. Не знаю, я, конечно, попробую их поносить. Посмотрю, как мне подойдет такая длина. Лишнее, конечно, все здесь нужно отрезать. Когда петельки готовы, вы там продеваете еще 1 раз, вы можете видеть это на видео, да, и лишнее отрезать. Надо стараться отрезать как можно короче, потому что будет колоть и на самом деле как-то подшлифовать, поджать. Мне в конкретном случае было очень неудобно. Поэтому старайтесь отрезать как можно короче. Но если все равно что-то колет и не получается не отшлифовать, не отрезать, то попробуйте, значит, капнуть туда капельку лака. У меня уже готовы 2 детали, и я решила соединить их с помощью, естественно, соединительных колечек. Но мне хочется больше серебра, и поэтому я соединила эти детали с помощью 2 соединительных колечек, добавив немножко больше металла. Здесь я хочу показать, как это будет приблизительно выглядеть. Здесь еще одна такая небольшая деталь, что последняя бусина должна иметь только 1 петельку. Сейчас я как раз показываю, как делать такую деталь с 1 петелькой. Вначале там все делается как и я показывала раньше, но 2-я петелька не делается. Я, конечно, не показываю повторность, потому что я уже показывала, как мы делаем петельку 1-ю. Но здесь у меня остаются 2 проволочки, и как и в первом случае мы
проводим проволочку сквозь бусину, да, одновременно зацепляем вот эту вот петлю, которая предотвращает вращение бусины. Вот. И вот в данном случае уже все готово, нужно просто немножко подтянуть и можно обрезать. То есть первую проволочку мы обрезаем точно так же, ну и вторую, потому что она тоже больше никуда не денется. Ну вот и получилась последняя деталь в сережках, заключающая, которая висит ниже всех остальных бусин. Вот как я уже вижу, серьги довольно-таки привлекательные вышли. Я, конечно, уже померила эти сережки, и, в принципе, меня все устраивает. Единственное, я не уверена насчет длины, но мне кажется, что вопрос с длиной очень легко решается. Нужно просто будет убрать один квадратик. Вот. А так все хорошо. На этом мое видео подходит к концу. Всем удачи и скоро увидимся или услышимся.